Пляж с белым песком и кристально чистой водой был пустынен, за исключением пары средних лет, Луаны и Педро, которые наслаждались отпуском. Они шли, держась за руки, наслаждаясь заходящим солнцем, окрашивавшим небо в оттенки оранжевого и розового. Воздух был наполнен сладким ароматом плюмерии, а звук волн, мягко разбивающихся о песок, создавал расслабляющую мелодию. Луана, с ее каштановыми волосами и зелеными глазами, сияла в своем желтом пляжном платье. Она улыбнулась, глядя на стоявшего рядом с ней Педро с его седыми волосами и голубыми глазами. На нем была рубашка с короткими рукавами и пляжные штаны, в руках он держал корзину для пикника. «Это рай», — сказала Луана с улыбкой, пожимая руку Педро. «Я никогда не чувствовал себя таким счастливым». «Да, и я рад быть здесь с тобой», — ответил Питер, пожимая ему руку. «Ты мой идеальный партнер». Они продолжили прогулку, наслаждаясь тишиной и красотой пляжа. Через несколько минут Педро остановился и посмотрел на Луану. «Ты голоден?» — спросил он. «Я принес еду для пикника». Луана улыбнулась. «Да, я голоден. Что ты принес?» Педро открыл корзину и увидел там разнообразные продукты: фрукты, сыры, хлеб и сэндвичи. Луана выбрала сэндвич с курицей и кусочек фрукта, а Педро — сэндвич с сыром и кусочек хлеба. Они сели на песок, прислонившись спиной к дюне, и начали есть. Солнце начало садиться, озарив пляж золотистым сиянием. Внезапно над морем раздался странный звук. Луана и Педро в замешательстве переглянулись. «Что это?» — спросила Луана с ноткой беспокойства. Питер покачал головой. «Я не знаю, но мне кажется, нам следует уходить отсюда». Прежде чем они успели отреагировать, накатила гигантская волна, разделившая пару. Луану унесло водой, а Педро отбросило на пальму. Когда Педро поднялся, раненый и ошеломленный, он нигде не увидел Луаны. «Луана!» В отчаянии закричал он. «Луана, где ты?» Но ответом была лишь тишина. Пляж был пустынен, и единственное, что мог слышать Педро, был шум волн, разбивающихся о песок. Педро начал искать Луану, бегая по пляжу и выкрикивая ее имя. Но ее нигде не было видно. Внезапно подул сильный ветер, принесший с собой дождь и темноту. Педро знал, что ему нужно найти укрытие, но он не мог не искать Луану. Он продолжал поиски, даже когда шторм усилился. Но Луана где-то была, и Педро нужно было ее найти. Шторм усилился, поднялся сильный ветер и пошел проливной дождь. Педро с трудом сохранял равновесие, глядя в сторону Луаны. Он выкрикивал ее имя, но его голос заглушал рев шторма. Пляж был пустынным и темным, работали лишь несколько уличных фонарей. Педро знал, что ему нужно найти укрытие, но он не мог не искать Луану. Он побежал к зданию, которое, судя по всему, было пляжным рестораном. Дверь была открыта, и вошел Педро, зовя Луану. Но там никого не было. Ресторан был в руинах, столы и стулья перевернуты, окна разбиты. Педро знал, что ему нужно найти более безопасное место. Он вышел из ресторана и побежал к дому, который, казалось, был более защищен от бури. Дверь была закрыта, но Педро удалось открыть ее толчком. Внутри дома было темно и тихо. Педро позвал Луану, но ответа не последовало. Он начал обыскивать дом, но он был пуст. Внезапно Педро услышал шум наверху. С колотящимся сердцем он поднялся по лестнице и нашел комнату с разбитым окном. Ветер дул в окно, и Питер увидел, что в дом начинает проникать дождь. Он знал, что ему нужно найти более безопасное место. Но затем он увидел нечто, что заставило его остановиться. Кусок ткани,
прикрепленный к сломанному деревянному штырю. Педро узнал ткань, это было платье Луаны. Его сердце забилось еще быстрее. Он знал, что Луана где-то рядом. И он был полон решимости найти ее. Но шторм усиливался, и Питер понимал, что ему нужно найти более безопасное место. Он спустился вниз и начал искать выход. Но затем он услышал шум снаружи. Шум, заставивший его остановиться. Звук голоса, зовущего на помощь. Звук голоса, зовущего на помощь, заставил Питера немедленно остановиться. Он огляделся, пытаясь определить источник звука, но шторм был слишком сильным, и он ничего не мог разглядеть. Он крикнул в ответ: «Я здесь». «Где ты?» Но голос не отреагировал. Питер знал, что ему нужно найти человека, который взывал о помощи. Он побежал на звук, борясь с ветром и дождем. Когда он, наконец, добрался до источника звука, то увидел женскую фигуру, цеплявшуюся за фонарный столб. Фигура была насквозь мокрой и дрожала от холода, но когда Питер приблизился, она подняла глаза, и он увидел, что это молодая женщина, вероятно, лет 20. «Пожалуйста, помогите мне», — сказала женщина дрожащим голосом. «Я ищу свою сестру. Она была со мной, когда началась буря, но я потерял ее из виду». Педро помог женщине подняться и укрыться в соседнем доме. Внутри он помог ей согреться и высохнуть. «Меня зовут Питер», — сказал он. «А ты?» «Я Анна», — ответила женщина. «А мою сестру зовут Луана». Педро испытал шок. «Луана», — повторил он. «Вы ищете Луану?» Анна посмотрела на него с удивлением. «Да, я такая. Ты ее знаешь». Педро глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Да, я ее знаю. Она моя жена. И я тоже ее ищу». Анна посмотрела на него со слезами на глазах. «Мне жаль», — сказала она. «Я не знал, что ты тоже ее ищешь». Педро грустно улыбнулся. «Не волнуйтесь», — сказал он. «Мы найдем ее вместе. И твою сестру тоже найдем». Анна улыбнулась в ответ. «Спасибо», — сказала она. «Я очень благодарен за вашу помощь». Педро и Анна начали планировать поиски Луаны и сестры Анны. Они знали, что это будет трудная задача, но они были полны решимости найти этих двух женщин. Но как раз когда они начали планировать, снаружи послышался странный шум. Шум, похожий на шум льющейся воды. Звук льющейся воды становился все громче и громче, и Питер с Анной с беспокойством переглянулись. Они знали, что шторм наносит ущерб, но не ожидали, что вода затопит дом. «Что происходит?» — спросила Анна дрожащим голосом. «Я не знаю», — ответил Питер, — «но мне кажется, что вода быстро поднимается». Они оглянулись и увидели, что вода проникает в дом через окна и двери. Помещение быстро заполнялось, и они понимали, что действовать нужно быстро. «Пойдем наверх!» — крикнул Педро, взяв Анну за руку. Они побежали к лестнице, борясь с потоком воды. Лестница была скользкой, и им пришлось держаться, чтобы не упасть. Добравшись, наконец, до верхнего этажа, они в изнеможении рухнули на пол. Вода быстро поднималась, и они знали, что им нужно найти безопасное место для укрытия. «Давайте найдем комнату с окном, выходящим на крышу», — сказал Питер, вставая. Они искали подходящую комнату и, наконец, нашли. Окно было заперто, но Педро удалось открыть его толчком. «Давайте поднимемся на крышу», — крикнул он, помогая Ане подняться. Они бросились на крышу, измученные и мокрые. Вокруг бушевал шторм, и вода поднималась все выше и выше.
«Что мы теперь будем делать?» — спросила Анна дрожащим голосом. «Давайте подождем, пока пройдет буря», — ответил Педро, обнимая ее. «А потом мы поищем Луану и ее сестру». Анна кивнула, и они обнялись, ожидая, пока утихнет буря. Но как раз когда они начали успокаиваться, они услышали странный шум, доносившийся снаружи крыши. «Что это?» — спросила Анна, в ее голосе слышался страх. Педро огляделся, пытаясь разглядеть, что это такое. И тут он увидел нечто, заставившее его замереть от страха. Питер увидел кусок дерева, плавающий в воде, к которому что-то было прикреплено. Когда дерево приблизилось, Питер увидел, что это тело, привязанное к дереву веревкой. Она тоже увидела тело и закричала от ужаса. «О Боже!» — воскликнула она. «Кто это?» Педро не ответил. Он был парализован страхом, глядя на тело. Веревка была настолько натянута, что тело почти полностью погрузилось в воду. Внезапно тело начало двигаться. Питер и Анна вскрикнули от удивления, а Питер подошел к краю крыши, глядя на тело. Веревка начала ослабевать, и тело начало всплывать. Педро и Анна молча наблюдали, как тело появилось из воды. И тут они увидели лицо тела. Это была Луана, жена Педро. Она была бледной и мокрой, глаза ее были закрыты. Педро в отчаянии закричал, подпрыгивая на краю крыши. «Луана!» — крикнул он. «Луана, просыпайся!» Анна держала его, пытаясь удержать от прыжка в воду. «Педро, нет!» — закричала она. «Ты не сможешь спасти ее в одиночку!» Но Петр не послушал. Его охватило отчаяние, он прыгнул в воду и поплыл к Луане. Анна закричала от ужаса, когда Педро поплыл к Луане. Она знала, что Питер рискует собственной жизнью, чтобы спасти жену. И вот, когда Педро уже почти достиг Луаны, на него накатила гигантская волна, оттащив его от жены. Анна закричала от отчаяния, а Педро потащила волна. Она знала, что Педро в опасности, а Луана все еще заперта в лесу, без всякой помощи. А затем шторм усилился, и вода стала подниматься еще выше. Она знала, что ей нужно действовать быстро, иначе они все пропадут. Она знала, что ей нужно действовать быстро, чтобы спасти Педро и Луану. Она огляделась вокруг, ища что-нибудь, что могло бы помочь им спастись. И тут она увидела веревку, прикрепленную к крыше. Она схватилась за веревку и начала спускаться в воду. Веревка была скользкой, и Анне пришлось крепко держаться, чтобы не упасть. Когда она наконец достигла воды, она поплыла к Педро. Его увлекало течением, и Анне пришлось плыть изо всех сил, чтобы добраться до него. Когда она наконец добралась до него, он был измотан и почти без сознания. Она крепко обняла его и поплыла обратно на крышу. Веревка все еще была прикреплена к крыше, и Анна использовала ее, чтобы вытащить Питера наверх. Когда они наконец добрались до крыши, Анна оставила его на земле и побежала за Луаной. Она все еще была прикреплена к дереву, но Анне удалось освободить ее и вытащить на крышу. Теперь все трое были вместе, измученные и промокшие, но живые. Анна обняла их, плача от радости. «Я была так напугана», — сказала она. «Я думал, что потеряю вас обоих». Педро и Луана обняли ее в ответ, тоже плача от радости. «Я тоже испугался», — сказал Педро. «Но я знал, что мне нужно спасти тебя, Луана». Луана улыбнулась, глядя на Педро. «Я знала, что ты придешь и спасешь меня», — сказала она. «Я всегда тебе доверял». Все трое снова обнялись, плача от радости и благодарности.
Они знали, что пережили ужасный опыт, но они также знали, что благодаря ему они стали сильнее и сплоченнее. Наконец, буря начала утихать, и сквозь облака начало светить солнце. Все трое сидели на крыше, глядя на море, и знали, что худшее уже позади. «Я так благодарна, что мы снова нашли друг друга», — сказала Луана. «Я тоже», — сказал Питер. «Я больше никогда тебя не отпущу». Анна улыбнулась, глядя на них обоих. «Я рада за вас обоих», — сказала она. «Вы, ребята, потрясающая пара». Все трое снова обнялись, понимая, что нашли что-то особенное и что они больше никогда не позволят себе разлучиться.